Добрый день, Алексей. Вы являетесь коммерческим директором контакт-центра «Открытая линия». О чем сегодня мы будем говорить? Сегодня я хотел бы пообщаться на тему программы лояльности, а также о том, как может быть полезен контакт-центр для поддержки программы лояльности. Очень интересная тема. Расскажите подробнее. Если говорить обывательским языком, самое популярное использование программы лояльности – это карта лояльности, об этом знают все. Это некий инструмент, который позволяет бизнесу развить определенное поведение у покупателя, заставить его возвращаться в свои сети чаще и чаще, совершать повторные покупки, совершать покупки других товаров и услуг. На текущий день программа лояльности эволюционирует, и от классических пластиковых карт сейчас все постепенно переходят к мобильным приложениям, и этот способ он гораздо более эффективный на текущий момент, потому что количество пользователей смартфонов растет очень высокими темпами. А есть ли у вас готовые кейсы? Расскажите о них. Да, собственно, мы эту тему и подняли сейчас в наших встречах, потому что запросы на программы лояльности, на их поддержку, их становится больше. И мы на данный момент обслуживаем 2 региональных ритейлера продуктовых, которые запустили у себя данные программы. Регионы вслед за столицей, вслед за крупными городами, федеральными ритейлерами, они присоединяются к этой истории. Она позволяет увеличивать средний чек, позволяет увеличивать количество возобновляемых покупок. И поэтому ритейлеры, наверное, это один из самых таких сейчас крупных заказчиков, которым интересна вот эта программа и ее поддержка со стороны контакт-центров. Можете привести пример, чем контакт-центр может быть полезен бизнесу в этом вопросе? Конечно. Тут я бы разделил весь процесс на 2 этапа. Первый этап – это процесс запуска программы лояльности, и второй этап – это процесс уже поддержки его ежедневного функционирования. Соответственно, эти 2 процесса, они очень сильно друг от друга отличаются. В первую очередь потому, что когда компания-заказчик начинает запускать программу лояльности, она сталкивается с огромным количеством обращений своих клиентов. Потому что это что-то новое, и, соответственно, у клиентов, естественно, есть вопросы. А поскольку большая часть клиентов – это люди старшего возраста и пожилого возраста, то количество обращений на телефонные линии компании, оно может расти многократно. Особенно если это региональная сеть, которая там имеет десятки, сотни представительств в своем регионе. Поэтому, конечно, нагрузка в первые несколько месяцев после запуска этой программы, она, скажем так, нестандартная, она пиковая. И контакт-центров этой нагрузки, для того, чтобы нагрузку поглотить, он очень правильный инструмент, и многие это понимают и начинают этим пользоваться. В дальнейшем процесс, когда уже трафик первый, он, скажем так, пройден, основной запуск прошел, начинается процесс ежедневного обслуживания данной программы. И тут, безусловно, уже вопрос выгоды для компании-заказчика, то, что это использование контакт-центра в данном случае будет являться более эффективным в плане денежном, нежели иметь собственных сотрудников. Какой именно функционал выполняет контакт-центр при поддержке программ лояльности компании? Функционал довольно широкий. В первую очередь, это, естественно, некая горячая линия, то есть это ответы на вопросы о программе лояльности в целом. Это может быть активация карты лояльности, может быть, наоборот, блокировка карты лояльности, может быть, внесение изменений в карточку клиента. Это могут быть информация по различным акциям и спецпредложениям. То есть это целый такой достаточно полноценный комплекс услуг, комплекс консультирования клиента по программе лояльности. В каких сферах запускаются программы лояльности? Как я и сказал, в первую очередь одними из наиболее востребованными сфер деятельности, где программа лояльности используется, это ритейлер,
ритейл и интернет-магазины. Но помимо них очень много сфер деятельности компаний начинают использовать программы лояльности, потому что они чувствуют, что в этом есть эффективность. И это может быть и сфера услуг, и туризм, и медицинские центры, и даже B2B компании все больше и больше начинают внедрять программы лояльности, потому что они хотят удерживать клиента дольше с собой, да, оказывая некие услуги или продавая некие товары. Поэтому абсолютно разные сферы. И все же, почему для компании эффективнее обратиться к контактному центру за поддержкой программы лояльности, а не дать эту задачу своим сотрудникам? Я считаю, что у каждого бизнеса есть основной вид деятельности. Если основной вид деятельности компании – это продажи товаров или услуг, то и концентрировать основные усилия как маркетинга, так и других подразделений своего бизнеса надо именно на продаже товаров и услуг. Такие вопросы, как некая поддержка, консультационная, информационная, это некий доп. Вид деятельности компании. И можно, конечно, создавать отдельные отделы внутри компании, которые будут этим заниматься, но тут же сразу же встает вопрос найма, обучения, контроля работы. Причем не по основному виду деятельности. Как правило, это бывает дороже для компании содержать собственных сотрудников, и при этом фокус все-таки смещен будет не на это подразделение. А когда ты нанимаешь аутсорсинг, когда ты используешь компанию, которая исключительно этим занимается, которая имеет опыт в этом направлении, отработанные кейсы, технологии контроля за собой, отчетность прозрачную, тогда, безусловно, ты сразу даешь ряд преимуществ компании заказчику, почему они при выборе, собственно, поставщика услуги. Поэтому плюс к этому, как я говорил ранее, особенно в периоды пиков, когда происходит, например, запуск программы лояльности, или происходит какая-то акция, или промо-предложение, количество звонков могут увеличиваться в несколько раз. И понятно, что расширить свой собственный штат на 2-3 месяца это крайне сложно, и качество может при этом страдать, не говоря уж про финансовую экономию. Поэтому аутсорсинг здесь очень выгоден. Каким образом строится взаимодействие заказчика и контакт-центра для организации работы? Классическая схема, при которой контакт-центр как поставщик услуги изучает те материалы, разработки, которые есть в данный момент у компании на тему программы лояльности. Инструкции, механизмы, работа CRM-системы, где находятся данные по программе лояльности. Возможно, специальное программное обеспечение. С этим происходит знакомство, разрабатываются скрипты диалога для операторов, происходит обучение полностью силами поставщика услуг. И в дальнейшем происходит техническая интеграция по настройке соединений между телефонными станциями, между CRM-системами, между системами отчетности. И после этого происходит запуск проекта. Что важно, хочу отметить, что правильный поставщик услуг берет на себя полный цикл запуска. То есть для заказчика процесс должен быть максимально прост. Он не должен отвлекать ресурс самой компании на запуск нового процесса. То есть фактически нам от компании нужен только одно контактное лицо, которое будет координировать действия нас, как поставщика услуг, и служб компании внутри. Все остальные процессы, найм персонала, обучение персонала, технические настройки, все делает поставщик услуг. То есть клиент должен выбрать поставщика услуг, предоставить ему некие данные и потом принять его работу, когда операторы будут уже работать в линии. Вот и все. Это, я считаю, это является качественным продуктом. Спасибо, Алексей. Спасибо вам. Увидимся в следующий раз.